Россия, очевидно, проигрывает информационную войну по всем фронтам. Сейчас поговорим об этом подробнее. Это «Россия без будущего», совместный проект реальной журналистики и АРУ ТВ. Меня зовут Александр Романенков, я нахожусь в России. И я ватник, напоминаю, по ту сторону экрана мой коллега, соведущий Андрей Кузичкин, не только по ту сторону экрана, по ту сторону границы он находится в Евросоюзе. Он, напоминаю, русофоб. Привет, Андрей. Саш, привет и привет всем нашим слушателям, зрителям. Из Эстонии привет. И мы начинаем. Вот я недаром предложил бы тебе поговорить именно о том, что да, мы, вот как у меня создается такое впечатление, что Российская Федерация проигрывает большую информационную войну, мы как-то все время забываем, да, мы все уходим в сторону, там, говорим о том, что вот ведутся боевые действия на Украине или в Украине, как там кому больше нравится, что есть противостояние Запада, и Российской Федерации, не только Запада, вообще 55 стран, сейчас этот список расширяется постепенно, все это есть, но мы как-то забываем, что все вот эти вот моменты, это такая маленькие винтики одного большого механизма под названием большая информационная война, которая началась не вчера, которая началась примерно лет 10 назад, году в 2014, даже чуть-чуть раньше. Ну, тогда вот она началась, просто она перешла в какую-то более острую фазу. В 2014 году, вот продолжается 10 лет, в 22-м она привела еще, и мы знаем, к чему привела. Почему у меня сложилось такое впечатление, что начали проигрывать, причем конкретно серьезно проигрывать, что вот это вот выступление, которое было пару-тройку дней назад, в канун дня рождения великого кормчего, Владимира Владимировича, напоминаю, 7 октября исполнился 71 годик, и вот политтехнологи Владимира Владимировича решили достать его, как обычно они это любят делать, из пыльного сундука, предъявить, значит, россиянам, предъявить миру, что вот, рулевой на месте, рулевой держит руку на пульсе, рулевой сейчас там, как тот Хвостов из небезызвестного фильма, я вам покажу, ну вот, судя по вот этому выступлению, которое было очень долгим, длинным и даже нудным, вот даже оно, как мне показалось, не спасло ситуацию. Вообще, вот ты наблюдал из-за бугра, скажем так, у тебя какие впечатления по этому поводу и согласишься ли ты с моим выводом, мнением? Безусловно, та информационная политика, которую проводит Россия на международном уровне, она одно время приносила вполне такие очевидные плоды. Потому что Путин-то не зря хвастался, что в Европе у него есть союзники. Это правда. Союзники в Европе у Путина были. Они, конечно, и остались, но число их резко сократилось. Дело в том, что в России, как известно, миллиарды и миллиарды рублей тратились не на образование и медицину, а именно на информационную политику. Главным инструментом это, конечно, была телерадиокомпания Russia Today, которая вещала, имела свои отделения практически по всей Европе, в Соединенных Штатах Америки. И, конечно, делали они очень качественный информационный контент, мобилизуя сторонников Путина, сторонников России практически по всему миру. Но после известных событий 2014 года, после аннексии Крыма, начали их потихонечку прижимать. И, конечно же, после 24 февраля 2022 года, после начала вторжения в Украину, конечно же, Запад резко пересмотрел эту стратегию допуска российских информационных ресурсов в свое информационное пространство. И после этого началось блокирование по всем фронтам. Но дело даже не в том, что как бы технические возможности у Кремля влиять на умонастроение людей в Европе и в США уменьшились. Технические возможности – это одна история. Ты совершенно верно заметил, что и деградация пошла интеллектуальная, то есть качество информационного продукта резко ухудшилось. Возможно, это связано с тем, что раньше пытались какой-то политез соблюдать, теперь все это отбросили.
Если почитать и послушать, что там говорит наш экс-президент Медведев или Маша Захарова, представляющая МИД как-никак на международной арене, то уж, конечно, просто в трубочку сворачиваются. Они не выбирают слов, они не выбирают выражений. Это относится, кстати, к министру иностранных дел, который тоже не особо-то стесняется. Обзывалки, ярлыки, помои на своих противников, оппонентов, это, конечно же, резко ухудшило и отношение к России, потому что в любом случае в Индии или в Бразилии или в Китае на это рефлексируют и, конечно, реагируют очень негативно, потому что дипломатия есть дипломатия. Даже если Не-не-не, мы идет где-то немножко ушли война, от нужно темы уметь к этому. разговаривать с людьми. Ты Мгм. немножко ушел от вопроса, потому что к этому, конечно, мы еще вернемся, там чуть выше, да, действительно, ты тут абсолютно прав, и тут, наверное, ежу понятно, любому нормальному здравомыслящему человеку, когда в ход идет хамство, это значит, что нет аргументов. И вот это как раз то, что ты озвучил, что это вот хамство, когда наши СМИ превратились в какую-то, ну, и не только СМИ, а вообще дипломаты превращаются в какое-то вот быдло из подворотни, их уже противно смотреть и слушать, не только нам, российским журналистам, но за этим же, за ними же следят и люди из-за рубежа, и когда вот это вот все, ну, действительно скатились уже на уровень какого-то дворового быдла, то есть это очевидно, аргументов нет. Очевидно, первый звоночек, первое доказательство того, что вот проигрывает страна информационную войну, причем даже сами пропагандисты пытаются, не пропагандисты, а около кремлевские ребятишки поставить, бить тревогу, скажем так, буквально вот 6 октября 2023 года вышла статья, очередной опрос в ЦИОМа, где господин Федоров написал прямым текстом, что доля жителей, которые отказались от просмотра телевидения, выросла втрое, в 3 раза. То есть людей, которые смотрели только телевизор, все меньше. В 2018 году, я прям цитирую, признавали, что смотрят телевизор в интернет не ногой 23%, сейчас таких только 16%. А вот группа активных интернет-пользователей, вот, она выросла в 3 раза с 13 до 31%. Я все в ЦИОМ Федоровский цитирую. Подавляющее большинство россиян, 51% используют в качестве источника информации интернет. Практически ежедневно им пользуются 74%, а вот телевизором только 52%. Я думаю, что тут надо просто выкинуть из нашего лексикона вот это вот слово телевизор, потому что речь идет не только о телевизоре. Я так понимаю, что Федоров так плавно намекнул, что речь идет вообще о государственных СМИ в целом, неважно где, по телевизору они что-то там вещают, или где-то там в телеграм-канале, или на запрещенном в России в страничке в Фейсбуке, или на своем сайте. Это все под одним общим словом телевизор. Недаром оно появилось именно вот в канун перед выступлением как раз на Валдае Владимира Владимировича, и которого они туда притащили как, наверное, последний аргумент, как обычно они это делали, когда уже крыть нечем, вот они его притаскивали как какую-то тяжелую артиллерию, и как показывала практика, очень часто это работало, потому что выступление Путина, оно несколько снижало градус напряженности, оно помогало им выкарабкаться из какой-то ямы, но вот в этот раз вот это вот выступление, оно никак и ничего не изменило, оно показало, что все катится в тартар, что информационную войну жестко проигрываем, и уже даже Путин не спасает. Сейчас могу аргументировать, ну, во-первых, там действительно было очень много такого дворового сленга, во-вторых, когда было только заявлено, что это будет вот там какая-то историческая речь и бла-бла-бла, э, те, кто обыграли все это, да, вспомни, как театрально обыграли, что он там приехал на Валдай, но опоздал аж на 2,5 часа в этот раз, понимаем, что это было сделано специально, что, видимо, настолько что-то серьезное должен сказать, но вот вышел, а получился, как обычно, пшик, и это не сработало, и в качестве доказательства могу привести вот такую вот одну простую понятную вещь. Вот ты, наверное, знаешь, обратил внимание, что когда анонсируется в тяжелых каких-то непростых ситуациях, когда анонсируются выступления лидеров, не только в России, да, а вообще по всему миру, на это обязательно реагируют рынки. Обязательно финансовый рынок реагирует, да,
как только анонсировали, будет выступление президента, неважно, Байдена, Путина, кого угодно. Рынок этой страны тут же реагирует, тут же курсы начинают меняться в сторону усиления национальной валюты, да, ну в нашем случае рубль начинает потихонечку укрепляться. Ценные бумаги этих предприятий, этого государства начинают подрастать в цене просто, даже когда анонсировали вот эту вот ситуацию. В данном же случае мы видели совершенно обратную реакцию. То есть уже в момент выступления Путина, например, доллар, который до этого стоил 98 там, рублей, там 99, вот на этой отметке скакал, вот как только начал выступать Великий Кормчий, доллар тут же перешагнул отметку в 100 рублей, то есть рубль подешевел, рынок упал. После окончания специально заходил на следующий день, посмотрел курсы в 6 утра, спустя 8 часов после выступления, когда Песков делал вот это вот заявление, это была очень глубокая, проникновенная речь, надо ее очень долго будет анализировать, а в этот момент доллар перешагнул отметку уже в 101 рубль, то есть раз рынки не реагируют, это говорит только о том, что, ребят, вы летите ногами вперед, вы продолжаете проигрывать, и вас уже не спасает даже ваш козырь, которым вы обычно били. Вот, а обычно это как-то спасало. Вспомни пенсионную реформу, да, когда уже все, разгорелся пожар, появляется Путин на публике, а вот надо немного потерпеть, и пламя было сбито. Вспомни пандемию модной болезни, что, ребята, надо немного потерпеть, появился Путин, когда уже, казалось, сейчас все взорвется, и опять это немножко пожар тушило. Рынки всегда реагируют, повторюсь, на такие вещи, но в данной ситуации ничего. И мне кажется, что, а коль скоро мы информационную войну проигрываем, то ситуация, как по мне, она будет усугубляться. Потому что ради нее все и затевалось, по большому счету, показать, что мы тут великие, а пока что вот пока Да, не ну, получилось. ага, понятно. У меня это была такая подводка, я как раз ты у меня вырвал слово из рук, что называется. Так вот, поскольку доверие к информационным продуктам из России совершенно упало, поэтому явление Путина народу очередное, оно, естественно, никакой реакции особой на Западе, в Европе не вызвало. И первое, он, во-первых, ничего нового не сказал, да. Во-первых, он ничего нового Как абсолютно не сказал, он, сказал. Он во-первых, повторил сообщил, что он свои еще и, тезисы. оказывается, плотником 4-го разряда работал. То есть он кем говорил? Он таксистом был, юристом был, значит, дворником он был, Культработником. дворником не был, грузчиком. Сейчас вот он еще и Да. плотник у нас, оказывается, понимаешь? Ну, вот Это поэтому на единственное, такие что вещи, новое. конечно, это, может быть, русская деревня реагирует. В Европе, конечно, ни в Греции, ни в Дании, ни один деревенский от таких откровений президента российского не вздрогнул, естественно. Во-вторых, опять, что Украина сама виновата, значит, что на нее напали. Да, рассказав, что Запад опять пытается доминировать, значит, но мы не позволим, будем многополярный мир создавать. Ну, в общем, все это под копирку, он с Мюнхенской речи 7-го года все это повторяет, и раньше, может, это воспринималось как что-то такое свежее, а теперь вот я перелистал прессу, посмотрел порталы информационные на английском, французском, немецком языках. Про валдайскую речь Путина, практически ничего. Маленькие какие-то такие заметки. И ни один эксперт серьезный эту речь, как раньше, а раньше это бывало все-таки лет 5 еще назад, комментировали каждое слово, каждое высказывание. Нынче только украинские блогеры что-то там такое, в израильской прессе какие-то моменты отдельные выдернули и ехидно, и иронически прокомментировали. И все на этом. Но ведь... Конечно же, такие выступления пустые, бессодержательные, бессмысленные, более того, содержащие массу противоречий фактам. Вот, например, на это обратили внимание, что там буквально месяца не прошло, как Путин говорил, что значит доблестные вооруженные силы России 18 тысяч бронемашин украинских подорвали, да, а в этот раз он сказал, что 1900 уничтожено, то есть в 10 раз практически это можно списать на ошибку. Может быть, тут я бы вот к этому такие не вещи. цеплялся, да. А то никто не цепляется, а говорит, что вот хихи.
Никто не цепляется, говорят хихи и показывают Я так пальцем. говорю о том, Все что на мне этом. кажется, печально-то в этой ситуации то, что Россия и во главе с ее лидером постепенно превращается в страну, на которую просто перестанут рано или поздно обращать внимание. То есть собака Да лает, уже не караван идет, что обращают. называется, ведь есть огромное количество стран, на существование которых просто никто... Ну, Северная Корея, вот они живут там где-то и живут. Спроси там любого американца, да я думаю, даже эстонца, выйди на улицу и спроси, знает ли он о существовании такой страны Северной Кореи, я думаю, 9 из 10 человек слышать про нее никогда не слышали. Знают, Вот, и знают, тому, очень знают. Нет, знают, может быть, ну, даже может чаще быть, за поминают, счет чем того, что в Путина с Советском Россией. Союзе когда-то жили, а в Советском Союзе мы были дружны с этим государством. Может, за счет этого, но я думаю, подавляющему большинству населения вообще наплевать на эту Северную Корею, они знать не Не, знают, что хотя ядерная держава вроде как, да. то есть вот это теряется авторитет, от нас отворачиваются последние союзники, вот что плохо. Когда страна теряет авторитет, мы же автоматом и теряем союзников, мы их теряем стремительными темпами. И в этом, кстати, заслуга путинских халуев-пропагандистов, которые, ну, плохонькие, может быть, у нас союзники, но после этого были такие прям не союзники, но даже после 24 февраля, когда против нас ополчилось огромное количество стран в мире, все равно эти союзники оставались, все равно они с нами взаимодействовали. Но благодаря абсолютно из ряда абсолютно хреновой, да, дипломатической политики, вернее, вообще абсолютно ее отсутствие, ты вот там выше сказал, мы теряем все больше и больше союзников. Сейчас вот Армению потеряли, да, и это целиком и полностью заслуга наших дипломатов и только. Что бы там Захарова не врала, о чем бы не кричала, что это американцы их подговорили, да нет. Это вы, господа дипломаты, просрали союзника в лице Армении. Да, потому что нужно с такими союзниками играть в дипломатические игры. Следующий на очереди, я думаю, Казахстан, который точно так же, благодаря вот этим вот недодипломатам и благодаря всяким мерзавцам, которые называются в России журналистами, по маме и по папе костерят с утра до вечера, там Соловьев уже год, наверное, кричит, что пора Казахстан денацифицировать. Вот, рано или поздно допрыгаемся, казахи от нас отвернутся на очереди, я думаю, страны Средней Азии, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, потому что вот я вижу, что сегодня происходит в России. Начинается потихонечку откровенная травля в отношении граждан, приезжающих сюда в страну вот оттуда, из этих стран. Тут буквально вчера читал, что будут ужесточаться там против мигрантов трудовых, против гастарбайтеров, там какие-то правила, условия будут кого-то выдворять. Это несомненно вызовет напряженность с руководствами этих государств. То есть я думаю, что как бы рано или поздно случится и все это. Мы растеряем союзников, мы все больше и больше теряем авторитет. То есть ради чего все это затевалось, вся эта информационная война для того, чтобы авторитет в мире повысить немножечко, да, возможно, в тот момент там Путин думал, что да, мы теряем позиции в отношении Китая, например, Китай нас обогнал, давайте-ка затеем вот эту вот игру, глядишь, где-то там либо выровняемся, а может быть даже если повезет, обгоним, но получается, что мы просто теряем и теряем и теряем очки, и вот нынешняя ситуация показывает, что мы уже, уже растеряли столько, что я теперь не знаю, какое чудо должно произойти. Ну, это, конечно, такая большая фундаментальная ошибка была допущена, когда попытались залезть на вершину мирового Олимпа, расталкивая всех локтями. Это большой разговор, он философский, наверное, в какой-то мере, поскольку здесь речь идет и о культурном бэкграунде российской политической элиты, и о смене поколений, которого не происходит в российской политике. Много-много проблем, но ты совершенно прав, что это привело к тому, что Россия утратила доверие, и благодаря по причине, благодарить тут не за что, своей агрессивной политике внешней и своей агрессивной, нечистоплотной информационной войне, которая развязана практически по всему миру. Я бы слово Да, и, конечно, агрессивной заменил бы на другое слово, на слово хамской, потому что она именно хамская сегодня. Вот эта вот но я же политика, которая дипломат. должна быть дипломатической.
Вот. А у нас нет Я же, дипломатии, у нас я же сегодня дипломат. дипломатия обернулась хамством конкретным, Ну подворотней, да, ну да. быдлячеством каким-то, и это Ну, никому не может, нравится. может, нас редактор вырежет, но тут у нас популярный мем как раз ходит, фотография такая, где там Лавров сидит, и за его спиной там представители ООН и все прочие, и фраза такая: «Хули ты пиздишь, российских дипломатов не видел?» Ну вот оно примерно очень точно суть всего этого выражает, конечно. И тут ничего смешного, естественно, нет, потому что, да, на самом деле, когда к России теряют доверие, то и сужается круг союзников естественных, а у Путина все-таки была такая задача. Да, значит, расплеваться там США с Европой, но по меньшей мере развернуться лицом к Востоку и обрести там новых союзников, создать новый такой центр притяжения по линии Москва-Дели-Пекин, куда, значит, хлынут потоком африканские, там обиженные Америкой страны, южноамериканские и все прочее. Но ведь, да, все международные отношения строятся не только на чистой политике, но еще на экономическом расчете. Когда санкции против России введены, и опять-таки к валдайской речи, а Путин при этом заявляет, что мы последствия этих санкций преодолели, а народ, значит, смотрит на цены на бензин, на цены в магазинах, и не понимает, когда мы это успели сделать и все преодолеть. Когда появляются аналитические отчеты, что импортзамещение это происходит только не российскими продуктами, а китайскими. Сегодня смешную как раз историю, это к информационной тоже войне читал, что, значит, в России первый в мире аналог Оземпика, это такой препарат популярнейший, теперь ты знаешь, против сахарного диабета, для похудания, там все по этому Оземпику с ума сходят. Датская компания предупредила, которая его выпускает, что его не будет. Значит, и вот в России впервые в мире изобрели аналог, все уже в ноябре появится, и там чего-то все такие достоинства причисляются в самом конце. Использована китайская фармсубстанция в самом конце, мелким шрифтом. То есть опять на самом деле ничего, конечно, не придумали, не разработали, а просто у китайцев сперли, ну или закупили. И на основе этого Я думаю, что делают даже не препарат. закупили. Я думаю, что все это появится на бумаге, покажут по телевизору, и все это тут же радостно исчезнет. Потому что я вот приводил этот пример на примере там своей одной вещи в телеграм-канале, что к нам сюда, когда вы, может быть, там сидя в Таллине, думаете, что к нам сюда везут китайские какие-то товары, да нет, к нам сюда везут всякий китайский непотреб. То есть все то говно, которое там не нужно. И я понимаю, для чего они это делают, потому что, то есть, грубо говоря, нам сюда везут весь брак. Вот, то есть сегодня Китай использует Россию как одну большую помойку. У них этот брак надо куда-то утилизировать, а территории не позволяют. А тут Россия, куда все это говно под видом импортозамещения можно отправить, причем его можно отправлять сюда в неимоверных количествах, при этом еще и какие-то деньги получать за это. То есть то, что нам сюда везут под видом импортозамещения, это даже не третий сорт, это откровенный брак, откровенное Г. И вот сегодня уже столкнулись, например, с авторынком. Уже многие автомобильные эксперты говорят, что нам сюда везут говно, нам сюда везут автохлам, который вообще, он китайцам-то не нужен. А у нас это просто его можно сразу увозить куда-нибудь там, где у нас в Сибири сделали эту огромную свалку в ШИС, можно сразу в ШИС все это отправлять, потому что через там месяца-два оно все равно окажется там. Поэтому вот, я думаю, мы идем по тупиковому пути, мы и проигрываем. Вот почему мне кажется, что вот информационная война, тема, да, она важна, немногие понимают, многие, слыша вот эту вот фразу «информационная война», они тут же вспоминают какой-нибудь Симонян, Киселева, Соловьева, Захарову, но это несколько больше, это несколько более объемная история. Это все-таки, да, это все-таки об авторитете история нашей страны, которую мы сегодня растеряли и продолжаем терять стремительными темпами. И вот последнее, крайнее выступление, хочется сказать, последнее выступление Владимира Владимировича. Не дождетесь. Оно вот это вот наглядно продемонстрировало. Повторюсь, Да, даже но рынок уже финансовый никак не реагирует.
Это оно. Ну, отсутствие культуры, да, о чем мы говорили, это одна история. Другое дело непонимание стратегических целей и задач. А третья ошибка, она, конечно, заключалась в том, что Путин попытался эксплуатировать чистую ненависть к США. Равно как вот была ошибка с вторжением в Украину, где думали, что чуть-чуть, и сразу все пойдут свергать ненавистного Зеленского. Так и здесь. Думал Путин чуть-чуть, и все пойдут, значит, там избавляться от ценных американских бумаг, объявлять бойкот США и все такое прочее, а мы вот на этой ненависти всех объединим. Но современные международные отношения – это бизнес-партнерские отношения. А здесь любовь возможна только за деньги. И если у тебя нет денег, тебя никто любить не будет. А в России, конечно, денег все меньше, меньше, меньше. Уже вот без 5 минут как начнут печатать, что чревато гиперинфляцией и ужасами всякими разными. Поэтому, конечно, а информационная вот эта вот подложка всех этих отношений, которые Россия пытается выстраивать, она, естественно, не способствует любви и дружбе. Столько ненависти, столько злобы. Ты говоришь агрессия, да, значит, ну, хамство, хамство, агрессия. Но еще, кстати, один моментик важнейший мы не обсудили. Это ты вспомнил святое имя Маргариты, значит, Симонян, как ее тут называют в Европе боброедка. Ее заявление о том, значит, как нам нанести очередной удар в США, взорвать ядерную бомбу над Сибирью. Ну вот представляешь, вот что в голове у этих людей на самом деле? Вот что у этих Не, людей на в самом деле, голове? ты знаешь, я думаю, что Боброедка или Симонян, да, она это заявление сделала с одной целью, чтобы переключить внимание аудитории на себя, перетянуть, потому что в тот момент там происходило, напомню тебе, в эти дни происходила история с рокировкой Черноморского флота, который там по разным данным чуть ли не в Абхазию, не в Абхазии пытаются Ну, спрятать, там базу дабы не военную хотят попал он морскую под создать. обстрелы, да. И вот дабы не обсуждал, видимо, народ вот эту вот историю, может быть, что-то еще, просто сейчас из головы вылетело, надо было, вот она перетянула одеяло на себя, сморозила откровенную глупость, вот, Ну, хотя, но ты взорвала, знаешь, а взорвала чаще... информационное пространство в очередной раз. Она бомбу еще не взорвали, информационное пространство взорвала. И в России, конечно, в Сибири особенно. Я же Ну, читал, как люди на это реагируют. ну, Ну, это, ну это кстати, просто очередной очередное, провал, вот грандиозный провал. очередное подтверждение наших с тобой выводов, что идет конкретный проигрыш в этой информационной войне по всем фронтам. Вспомни, вот эту вот ядерную дубину начинают поминать добрым словом, как вот последний аргумент, когда совсем сказать нечего. За последние Мгм. пару лет мы несколько раз это видели, слышали, то есть когда было нужно вообще крыть нечем, то есть ни одного козыря на руках не осталось, вот тогда возникали вопросы, вот начинался вот этот ядерный шантаж, а у нас ракеты, а у нас бомбы, а мы можем. Вот несколько раз такое было, и вот то, что в Ну, очередной раз это... Медведев об этом же постоянно говорит, да, он постоянно намекает и прямым текстом говорит про Польшу и все прочее, что они ждут и дождутся ядерного апокалипсиса. И та же самая Симонян, она до этого тоже несколько раз говорила, после там обстрелов Севастополя, еще что-то, типа, ну все, ядерный апокалипсис все ближе и ближе, таким это рассудительным тоном. И они не понимают на самом деле, как на это люди реагируют и в России, и за рубежом, что, естественно, кроме только ужаса и желания с этим ужасом покончить побыстрее, у людей желания никакого не возникает и в России, и на Западе. Ну а каков будет конец? Россия без будущего. Ну, я думаю, им наплевать на то, что думают люди в России, а вот то, что думают там бывшие, это многие теперь уже и бывшие партнеры, и пока еще остающиеся союзники. Вот я думаю, им не наплевать, но вот эта вот проблема, как раз то, о чем я очень часто говорю, проблема непрофессионализма путинских халуев. Он там взвалил все на каких-то непонятных людей а-ля Симоньян, а-ля там Кириенко, а-ля вот там Медведев и прочие товарищи, которые также нифига не понимают в вопросах, они там выделяют какие-то сумасшедшие деньги на пропаганду, но эти деньги просто распиливаются, растаскиваются, разворовываются, это не в коня корм. То есть это работает только в минус, и мне кажется, что если они не поменяют свою тактику,
а там, в принципе, и некому подсказать, то, чтобы поменяли тактику, то когда они Боятся, проиграют боятся. Может информационную быть, войну, ну, советчиков много, да, советчиков-то много, на самом деле боятся просто вслух об этом говорить, вдруг Путин услышит. Но я думаю, что ты не прав, конечно, что им плевать на мнение народа внутри России, когда они рассказывают о ядерном апокалипсисе. Все-таки выборы на носу. Конечно, президентские выборы в России – это тоже уже давно никакой не процесс, а просто ритуал. Об этом недавно говорили в Таллине на одном форуме. Потому что здесь это как вот в Золотой Орде. Чтобы стать ханом, мало было дождаться смерти, да, хана предыдущего. Нужно было, чтобы этого нового хана посадили на шкуру белого верблюда и 3 раза обнесли вокруг юрты. И 3 раза крикнули «хан, хан, хан». Вот тогда он становился ханом. Точно так же и здесь. Выборы. И Путину, конечно, нужна большая победа. Нужно 80% собрать, чтобы явка была не меньше 70, чтобы он получил не менее но это опять же для 80%. кого делается? Это вот о чем мы Народ, с тобой... Это народ, народ, делается народ. для... Это делается для людей за рубежом, для потенциальных союзников, для того, чтобы показать, вот он я, ребят, я легитимно избранный президент. А если мы всех союзников растеряем, то нафига тогда вообще все это делать? А мы их теряем, Это для стремительно Путина. теряем, Это для стремительно. Путина нужно. Это для Путина нужно. Для его самоутверждения, что он на самом деле президент, и народ его любит. И для этого ему нужно все-таки реально, чтобы народ пришел и за него голосовал. Пусть не 80, пусть не 70%, Да нет, но не для много. Путина. Тут я поспорю, не для Путина, понимаешь? А Для если к власти Путина. пришел бы откровенный бандит с помощью ружья, там я безо всяких выборов, я сильно сомневаюсь, что и Индия, и Си Цзиньпинь с таким бандитом бы якшался и общался. Вот, на глазах у всего мира, да, ну вот поэтому это очень Ну, важно, именно не этот, только этот для себя сценарий не любимого, исключен. легитимность она нужна. Этот сценарий Вот, ну я думаю, совершенно не исключен. об этом мы поговорим в следующих выпусках. Уже и так вывалились за хронометраж. Это была «Россия без будущего», совместный проект реальной журналистики АРУ ТВ. Александр Романенков, Андрей Кузичкин. Андрей, тебе слово и закрываю уже эфир. Да, это все-таки программа была, а не Россия пока без будущего. Но то, что будет впереди, это мы увидим уже, думаю, очень скоро. До встречи. Пока-пока.